ошибка висит по циркуляции отработанных газов. Сейчас мы посмотрим. Вам не видно, но я прочитаю. Ну вот сама ошибка. Сбой системы рециркуляции отработанных газов. Функция цепь. Эта ошибка может быть проигнорирована и удалена. Но когда я ее удаляю, она появляется вновь. По электронной части что-то может быть. Сейчас буду разбирать и все увидим. Рассказываю по порядку. Сразу могу успокоить, не обязательно снимать топливную рампу. Можно вытащить вот этот шланг, он будет мешать. Также нужно снять воздухомер. Хомутик такой, вот он отщелкнулся. Нужно отщелкнуть вот эту вот защелку. Рывком на себя снимается воздухомер. Просто шланг загибаем в сторону, вот так, чтобы он не мешался. Здесь теперь у вас есть доступ. Удобно снять. Так, вот видите, здесь есть трубочка такая. Вот она. Прям до нее. Вот ее нужно отсоединить от пускного коллектора. Далее, вот эта вот гайка, она идет, как правило, или латунная, или медная. Вот так берете ее, зажимаете рукой и вот, видите, я даже ее свернул уже одной рукой. Вот, все, она отпустилась. В общем, с этим проблем не должно возникнуть, с этой гайкой. Затягивать ее также сильно не нужно. Затянуть ее нужно достаточно. Далее, тут есть вот эта клемма, да? Есть вот такие металлические скобы. Нажимаешь на эти скобы и вытягиваешь. Слезает очень легко. Все, клемма снята. Можно ее вытащить сюда, чтобы она не мешалась. Так, далее. Останется вам открутить два болта. Раз. И вот здесь второй. Их нужно откручивать звездочкой под номером Е12. Здесь может вам помешать клемма форсунки. Клемму форсунки снять можно точно так же, как вы сняли вот эту клемму. Здесь подобное крепление. Вот видите, опять же, две скобы. Подлезаете. Если у вас такие же дохлые пальцы, как у меня, вам повезло. Иначе это придется отсоединять какими-то щипцами. Так, вот видите, клемма снялась. Когда сняли клемму, здесь становится гораздо больше места, чтобы подлезть к этим болтам. Если посмотреть сверху, кажется, что все мешается здесь. Но, поверьте мне, вот так ставите под углом, и все очень легко откручивается. Да, она там не полностью садится в посадочное место, как надо, но если сильно посильнее так прижать сверху и повернуть воротком, ну, у меня сейчас нету с собой трещотки, трещотка там на столе лежит, то вы сможете ее открутить без проблем, и болт выкрутится. Но с этой стороны проблем никаких не будет. Далее, когда вы открутили те два болта и открутили вот это, вам нужно еще вот здесь открутить эту трубочку. Вот тут один, тут второй. Вот, два. Здесь прокладка никакая не нужна будет, потому что вы просто не выберете эту трубку, если у вас ЦЛК, допустим. Если у вас на другой машине мотор, возможно, вы ее сможете вытащить. Как я ее не крутил, ее оттуда не вытянуть. Сейчас я все это, конечно же, снимать не буду, так как он уже установлен у меня новый. Возможно, у вас здесь еще будет крепление одно стоять, такое хитрое. Я его снял уже давно, оно держит вот этот щуп.
Там тоже проблем не будет, там 2 болта просто и все. В общем-то и все. Так что продолжайте просмотр видео. Просто сидя за монтажом сейчас, я понял, что я не показал вам именно детально, как откручивать. Ну вот, специально для вас сделал это. Так что поставьте лайки, подпишитесь на канал. Стараюсь для вас показать, чтобы все было понятно. Смотрим дальше. Еще решил подснять вам, возможно, у вас возникнет проблема, как установить этот хомут обратно. Устанавливается он обратно ровно в таком же порядке, как и снимается. Здесь есть крюк, его сразу за шланг заводите. Вот так, вставляете сначала одну сторону туда, потом вот это отгибаете чуть-чуть. И как кольцо одеваете вторую сторону. Вот так. И вот здесь есть такой тонкий момент, когда... Так. Опа, смотрите, куда я лезу. Здесь есть такой тонкий момент. Так, вот здесь такие уши есть. Видите? Вот, зажимы такие, защелки такие. Они должны точно встать вот в эти пазики, в алюминий. Они должны точно туда попасть с двух сторон. Ни больше, ни меньше, ровно в них. И только тогда вы сможете вот так рукой так схватиться вот за этот зажим. Так, что-то не попало. Вот я говорю, здесь такой сложный немножко момент, чтобы ничего не сломать. К сожалению, пока что еще не пришел мне штатив. И заказал я, короче, штатив такой гибкий. Magic Arm называется. Будет удобно, я смогу вот так зафиксировать телефон, к примеру, и все вам показывать уже 2 руками. Но пока что этого нету. Так, попадаем одно, попадаем другое, хватаемся вот так рукой и защелкиваем. Не знаю, вам не было видно, наверное, но он защелкнулся. В общем, его надо сжать и вот так вперед-назад пошевелить, и тогда он защелкивается. Фух. Почти не испачкал. Подписываемся. Так, ну все, можно сказать, он у меня в руках. Так, я понял. Вот, видите, здесь шланжик есть. А вот я его отсоединю. Что за нахер? Как она выбирается? Кто-нибудь мне скажет? Вот тут все мешает. Я никак не вытянуть. Что за говно? Вот, я так вот снял. И это вот так было. Такое ощущение, что здесь что-то еще должно быть. Ну, состояние такое. Ну да, есть чуть-чуть заросший, но я думаю, что это не критично. Трубка чистая внутри. Непонятно, короче. В общем, да, нашел в интернете, так и должно быть. Странно, как будто бы деталей не хватает. В общем, наверное, ставлю я его на место. Что тут смотреть? Я думал, может, трубка это засрана. Трубка нормальная, значит, все хорошо. Прокладка у меня есть новая. Старую ставить не буду. Сейчас там все почищу. Есть новенькая. Ставлю новую. Заменил еще вот такую трубку. От старости, видите, тут она уже все дырявая. Такой шланжик поставил. В общем, попробую сейчас собрать с этим шлангом. Может быть, из-за шланга было. Скорее всего, что сдохло вот это реле. Отдельно его никак не купить, скорее всего. И придется покупать в сборе все. Ну ладно. Зато посмотрел. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature,
and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Итак, спустя 4 дня у меня снова загорелась ошибка по EGR. Я не понимаю, в чем дело. Кто-нибудь мне может объяснить, за что отвечает вот этот вот вообще клапан электронный? Он как работает? Он работает как выключатель вот до этих двух проводов? Или как он работает? Или же там какой-то... Это типа как соленоид он работает? Типа здесь плюс-минус идет. И он типа включается. Или же он наоборот от вакуума замыкает вот этих два провода. Типа как выключатель. Я хочу понять принцип вообще. Есть ли там чему ломаться в принципе? Сейчас попробую промерить сопротивление. Если там нет сопротивления, то как это понимать? Это получается, что он как выключатель работает. Блин, я ни хера не понимаю. Ладно, сейчас проверим сопротивление, попробую подключиться туда. Как-нибудь добраться до тех вот контактов. То есть вот я замыкаю, и ничего не происходит. Вам не, вам не видно, но я тут могу достать, я говорю, что вот этими штучками. В общем, с этим проводом разобрался. Включил зажигание, промерил вольтаж. Ну вот, на него приходит 8,5 вольт. Промерил я тут еще один такой же по типу, такой же клапан, который тоже электронная часть есть, тоже типа клапан. Посмотрел, сколько к нему приходит. Такой же вольтаж, вот такой клапан, он тоже относится к системе рециркуляции. То, что он только он открывает, он имеет роль вот на эти вот. Тут тоже мембраны стоят. Проверил мембраны, они исправные. Просто сюда подключаешь шланжик, ну какой-нибудь, и дуешь в него. Если нигде там ничего не пропускает, значит мембрана целая. Также этот проверяешь. В общем, замерил. Тут такой же вольтаж подается. Попробовал сюда на сопротивление, точнее на сигнал. На вот такой сигнал. И получается, что этот клапан, он замыкает там. Как и должно быть, по идее, если это как соленоид работает. Не знаю, я тогда в таком случае буду верить вот этой теории и просто куплю новый клапан EGR и буду надеяться на то, что вышла из строя просто вот эта вот часть электронная. И он работает по тому же принципу. Но на него нету сигнала замыкания. Типа, ну, как вот катушка, она же должна замыкать, по идее, если как соленоид. Если на него нет сигнала, значит она где-то там выгорела. Не знаю, у меня такая логика.
Так, господа, что, собственно, я хотел вам показать. Это старый, это новый. 0 эмоций. Новый. То есть здесь соленоид испорчен. Сам клапан у меня тут целый. С ним все в порядке. Но именно электронная часть вышла из строя. Поэтому пришлось покупать. Собственно, аналог. Но этот выбрасывать не буду. Пусть лежит. Может быть, где-нибудь удастся раздобыть. Или в отдельном видео я просто попробую разобрать его. И увидим, что там в нем внутри. Почему он перестал работать. А этот устанавливаю. Ну что, решающий момент, так скажем. Считывание кодов неисправности. Сбой системы рециркуляции отработанных газов. Так, чтобы ее скинуть, надо заглушить. Нет ошибок. Так, хорошо, нет ошибок. Сейчас попробую завести. Так, ошибок пока что нет. Ну, слушайте, она сейчас вообще иначе работает. Я прям, пятой точкой чувствую. Была такая, как бы, грубость, а сейчас она вообще просто такая мягенькая. Ну, я чувствую вот пятой точкой реально. Нету вибрации той. Но надо попробовать проехать. Тут сейчас ничего так... Ничего тут так... Если это появится. И самое главное, надо будет смотреть на расход. Ну, сейчас, конечно же, 40 литров на 100 показывают. Это все понятно. Проехаться, посмотреть расход. Heute ist der Abend, wo ich denke, ich werd reich. Laufe durch Charlottenburg, doch renn vor Polizei. In meinem Trainingsanzug, Adidas, da fällt es mir zu leicht. Kontakte in Amerika, ich frage sie, what up? Ich wollte nicht sagen,